Всем привет, с вами канал Baltic Sales. Мы улетали в Эстонию и вот вернулись обратно в Испанию, в Марину Айамонте. Сейчас пока мы здесь стоим, мы еще 3 недели будем стоять. Вот я подкрашиваю тут маслом наши деревянные части лодки. Это пол с кокпита. Ну и также сами сидушки тоже я подкрасил. Промазал маслом. Видите, как там теперь красиво все выглядит. Сейчас это все сложу обратно. Тут еще есть некоторые мелочи, которыми буду заниматься. Что-то хочу лаком подкрасить. Например, вот эти деревянные части, речки. Там еще есть дверцы, которые тоже хочу лаком покрасить. Будем стоять здесь еще где-то 3 недели, как я уже сказал, потому что у моих родителей отпуск, и они сейчас тоже с нами здесь. Будем показывать им Испанию, немножко покажем Португалию, а дальше продолжим с вами путь. Гибралтару уже. Ну вот я сейчас наждачкой прошелся везде, по нашим деревянным деталям кокпита, и я буду сейчас мыть водой, тряпочкой все вот это. Потом оно должно будет высохнуть, и буду специальным лаком морским покрывать это. Это будут вот эти вот досточки. Потом у нас там еще идут снаружи. То же самое с ними буду делать. И вот эти дверцы от кокпита, их я уже буду машинкой чистить. И тоже покрою лаком. Потому что они уже, видно, разрушаются, хотя им не так уж и много. Это дуб. Поэтому его можно спасти и красиво его реставрировать. Итак, билетики куплены. Это наш ферри. В общем, пока находимся здесь в Айамонте, мы решили с Вероникой съездить в город соседний, португальский, приграничный, через речку. Называется он, я не запомнил, Вила-Реал де Санто-Антонио. И мы сегодня будем там гулять. А вот мы проплываем и нашу Марину. Здесь, по сути, очень быстро перебирается в Португалию ферри. Как тебе снова в Португалии? Ну, мне нравится разнообразие, так сказать. Мы были вот в Испании 15 минут, и мы уже снова в Португалии. Сказать, что я скучала, скорее всего, нет, потому что, во-первых, мы совсем недавно, относительно недавно были в Португалии. Во-вторых, мне, как матери, Португалия не нравится из-за камушков на дороге. Дети не могут уснуть. А это сейчас у меня в приоритете, несмотря на то, что мы путешествуем, и это наш стиль жизни, но тем не менее, дети-то должны спать. Вот так, в Испании они спят лучше. А вот и выход в океан. Он уже там прям виден. Скоро мы туда отправимся.
Ладно, нагулялись, мы сейчас едем обратно из Португалии в наш городочек Айамонте, испанский. У нас довольно-таки тяжело стало уже работать холодильник, поэтому я купил вот такой вот фреон. У меня конкретно R134A фреон, и здесь какой-то вот заменитель, который ecological, и он может быть совместим с тем, что у нас в холодильнике. И я попробую сейчас своими руками дозаправить холодильник, чтобы он снова стал морозить хорошо. Для этого я еще вот купил такой вот шланг. Сюда подключается баллон. Это накручивается у нас сюда на компрессор. Вот как раз здесь есть клапан. Он обычно закрыт такой крышечкой. Я его сейчас вскрутил крышечку. И подключу все это дело. Буду пробовать подзаполнить. В общем-то, мой комплект не подошел, потому что, видите, там клапан в самом компрессоре. Там нужно нажимать вот такую вот лапку. Закручиваете, и он выжимает пин, тогда идет подача газа. А здесь, в этом комплекте, тут нечем нажимать, она просто прикручивается, и все. А тут комплект без резьбы, вот, он как раз есть со штукой, которая давит на пин. Но здесь нет резьбы, поэтому мне теперь нужно что-то найти такое же, что могло бы мне помочь заправить холодильник. Да, такая себе задачка. В итоге получилось заправить холодильник. Как вы видите, вот это у нас подключалось к баллону. И эта сторона должна была надавить на ниппель. Я туда засунул две части зубочистки. Подобрал, короче, высоту, на которую вот эти зубочистки должны выпирать. И оставил там, вот видите, место, чтобы газ мог проходить. И тогда я как раз прикручивал к компрессору. И ниппель надавливался, и все, заполнялось вот это вот все у нас давлением. Открываете баллон, и с этого баллона перетекает, короче, газ в компрессор. Теперь холодильник работает и морозит у нас исправно, легко довольно-таки. Тут моргает все, потому что частота совпадает. Но, поверьте мне, все хорошо. Вот я думал поселить родителей в таком домике на воде, но они довольно-таки маленькие. Там вот снизу получается небольшая спальня, кухня на улице, и вот сверху такая терраса. А вот и наши ворота А и понтон Е. А вон Моана. Ну и сам город Айамонте, старая его часть. А мы идем туда, где ходят паромчики. Это мост, разделяющий Испанию. С правой стороны Испания, с левой Португалия. И вот сама речка, которая тоже разделяет два государства. Здесь у нас Испания, там Португалия. И там дальше выход у нас в океан Атлантический. Идем дальше, просто пройтись вдоль речки. Витя грызет вафельку, а Веля просто сосочку
Ну, как вы видите, новая дощечка у нас, но не новая, она старая. Я зачистил ее машинкой и вот покрасил лаком. Теперь она такая защищенная от воды, и не должно быть ничего страшного, если вода попадает. У нас было две, одна с одной стороны, другая с другой. Но вторая вот испортилась, потому что мы ее не успели обработать до момента, как она испортилась. Она уже... Ее можно было машинкой тоже пройтись, но она, короче, выгнулась. Ее мы просто выкинем, тем более, что несмотря на то, что мы сделали две такие дощечки, вторую сторону раковины мы никогда не закрывали. А значит, как бы она и не нужна, раз уж на то пошло. Дальше, дверцы вот наши от лодки теперь тоже обработанные в лаке, красивые, блестят. Будут защищены от ультрафиолета и как бы от воды тоже. Я их тоже зачищал полностью машинкой и красил лаком. Теперь они должны прослужить еще дольше. Но они нам где-то 3-4 года, наверное, прослужили. Просто в масле были, а теперь будут в лаке. Лак лучше защищает от влаги. Сегодня у нас интересный день. Мы взяли в аренду машину. С самого утра встал, не выспался, короче, пришлось ехать в другой город за машиной. А у нас сейчас такая ситуация, у нас гостят мои родители. У нас 2 ребенка, бабушка, дедушка. И вот мы с Вероникой, здесь получается нам, короче, нужен автобус в аренду. И я приехал обратно в Аймонте на автобусе. И мы сейчас поедем. Вот, судя по всему, решили сейчас ехать в город Севилья. Там океанариум посмотрим, прогуляемся по городу, по парку. В общем, город так очень крутой и красивый. Вероника говорит, что он один из самых красивых испанских городов. Но мы сейчас это и увидим. Вероника второй автобус ведет. Такая вот в платьюшке. Красиво нарядилась, чтобы гулять по красивому городу. Скажем так. Теперь нам приходится ездить на таком вот автобусе, что не совсем удобно, потому что его тяжело найти. Маленькую машину просто где-то взять в аренду, а большой автобус, конечно, надо потрудиться, еще и ехать куда-нибудь. Ну вот, припарковали уже в Севилье наш автобус. И вот сейчас пойдем уже смотреть на аквариум.
Аквариум посмотрели, теперь идем смотреть ближайший парк. Тут их много, фотографии были изначально красивые, и мы идем все это увидеть своими глазами. Сегодня уже другой день, мы собирались ехать в Зоомарин, а оказалось, что в понедельник, вторник Зоомарин не работает. А машина, короче, взята в аренду. И сейчас будем думать, куда дальше поедем. Мусор. Поедем, скорее всего, в Португалию, в Альгвары. Непонятно, чем заняться. Там небольшой такой, типа, зоопарк. Скорее всего, туда сейчас и рванем. Я все забыла. Я забыла полотенце, если будем купаться. И я забыла плавательные подгузники детям, если они будут купаться. Понятно. В Crazy World приехали. Будем смотреть теперь португальский вот такой небольшой зоопарк. Давай, Витюнь. Дай. Приехали, в общем, покормить коз, получается так. Вон той дай. На. Я надеюсь, что это для него сено. Сюда. Всех покормили. Такой, наконец-то пришли. Кто-то покормил. Да. Витюнь, на, держи вот это. Держи всю. Вот так держи. Оп. Корми. Корми.
Да, дайте проживать человеку. Та вон другую. Человеку. Смотри. Витюня. Опа. Витя, смотри. Держи вот так. Оп. Сейчас кто-нибудь к нам прилетит. Кто-нибудь к нам прилетит. На, такой. Держи сама. Ну вот отгуляли, делать тут, конечно, особо нечего, кроме того, как поесть и покормить животных. Теперь едем дальше, обратно в Альбуфейру. Сейчас думаем вернуться в Марину, где мы когда-то стояли, и там вот тоже еще прогуляемся разочек. Тут близко. А вот и знакомые места, кто нас смотрит и видел все наши видео. Марина Альбуфейра. Теперь мы сюда доехали просто на машине. А вот, собственно говоря, и спустились к Марине. Марина Альбуфейра. Какие знакомые цвета. Знакомый вид океан. И Марина Альбуфейра. И Вероника тоже знакомая. Мы сейчас зайдем туда на пляж, а потом пойдем в старый город. Вот прям через скалу идем сейчас. Тут здесь все. А вот мы дошли как раз до места, которое нам уже знакомо. Это реклама Сент-Сити, где мы были. И у нас в каком-то предыдущем ролике есть об этом видео, когда мы посещали данный парк песчаных фигур. А все начиналось с этого же места. Мы вот как раз посмотрели на него и вспомнили, что мы же забыли посмотреть парк песчаных фигур. Все-таки съездили и увидели его. И мы теперь отправляемся к машине, чтобы ехать обратно в Айамонте. После возвращения с Эстонии у нас возникла проблема, то что сломался насос давления воды уже в который раз. А все почему? Потому что он у нас работает просто регулярно. Он должен как бы вроде как не всегда включаться, но включается всегда. Я давно уже подозревал, что наш расширительный бачок не работает из-за постоянной работы насоса, потому что насос не должен все время включаться. Ну и вот решил его проверить. Проверить его очень просто. Вы откручиваете, это вот сейчас у нас новый бачок на 8 литров. Я буду менять такой же, на старый на 8 литров. Верхняя крышечка откручивается. И здесь такой ниппель. Нажимаете на него, если слышите пшик, воздух выходит, значит как бы все в порядке с бачком. Можно просто проверить, что правильное давление было внутри. Но если вы нажимаете на вот этот ниппель и отсюда вытекает вода, то значит мембрана в нем порвалась. И как раз в нашем порвалась мембрана, так как я проверял, и из ниппеля течет вода. Значит, все, он как бы умер.
и его нужно выкидывать и менять. Здесь в Испании как раз я случайно нашел бачок, как он оказался, еще довольно-таки дешево стоил. Это Сифло. И купил я его, в общем, за 43 евро. А если заказывать откуда-то там с СВБ там, или еще что-то, там все около 200 евро и дальше, и выше. Ну вот, сейчас буду менять. У меня есть такой прибор для измерения давления. И вот, как вы видите, я беру. И он мне показывает 24 PSI сейчас. Накачано заводом. А мне нужно 56 PSI, чтобы было туда вкачано. Это 3,9 бара. Все потому, что советуется на 0,2 бара, чтобы было в бачке меньше, чем насос дает системе. Насос у нас сейчас дает 4,1 бар, но я его потом поменяю на более слабый, просто сейчас другого нет. Но на данный момент, значит, нам нужно 3,9 бара, чтобы было вкачано в этот расширительный бачок. Чем я сейчас и займусь. Вот у меня вот такой насос ручной. Компрессора у меня нет, потому что складывать его некуда. У нас зато есть коляска и как бы креслица для каждого ребенка и еще много чего. Вот. Так что сейчас буду качать вот таким вот ручным насосом до 56 PSI. Ну вот я накачал сейчас 40 PSI. Это что-то рядом с 2,8 баров, что мне нужно будет для другого насоса. Для этого насоса, который более сильный, тяжело докачать, там надо 56 PSI. Ручным насосом это сделать практически невозможно. Так что я вот около 40 сейчас накачал PSI, и пока этого достаточно. Другой насос будет 3,1 бар, то есть мне нужно будет, чтобы здесь давление в бачке было 2,9 бара. И потом, когда он придет, я уже попробую подкачать чем-нибудь. А вот и старый бачок. Тоже на 8 литров, как видите. И вот здесь уже нету никакого воздуха, а только вода. Вот, не знаю, видно, нет. Просто вода там. Так что я его сейчас обрезаю здесь и просто буду снимать, поставлю новый. Ну вот я снял старый бачок. И теперь мне нужно просто с него вот эту вот часть снять, нужную мне, и закрутить на новый. Как вы видите, здесь он разборной, то есть там можно поменять мембрану при желании. Но, во-первых, ее хрен где найдешь, а во-вторых, он весь поржавел уже и внутри, как я понял, и снаружи, внутри, потому что мембрана лопнула, и я вот сейчас сливал воду, она ржавая текла, значит, внутри уже тоже все ржавое. Поэтому он отправится на свалку, а этот дальше заменит и будет выполнять его работу. Новенький, хороший, красивый. Ну вот и установлены у нас все прибамбасы сюда сейчас на новенький бачок. Теперь осталось его подключить в нужное место, закрепить и подождать, пока вот эта вот жидкость, которой я резьбу обрабатывал, чтобы не протекала, чтобы она подсохла. Теперь у нас новый бачок расширительный установлен. Такое у нас местечко в шкафчике. Теперь я жду, пока оно все высохнет, и буду включать давление для того, чтобы проверить течь. И вообще, как работает все. Но должно работать точно лучше, чем было, потому что там просто была разрушена мембрана, и он не работал вообще уже. Ну вот все подсоединено, и пока на первый взгляд никаких протечек нет. А теперь смотрим, включаем кран. Вода течет, а насос не работает. А вот теперь включился насос. А я уже достаточно много слил воды. Потому что сначала я попробовал в раковине, которая на кухне у нас. А теперь здесь. Вот сейчас он подкачал, снова открываю. Вода течет, а насос не работает.
Круто. Сегодня у нас день якорной цепи. Я вот разложил нашу старую цепь, достал. Ну, Вероника тут что-то замышляет. По 10 метров. Здесь вот 54 метра старой цепи. И я еще купил 20 метров клочочек цепь, которая новая. Итого у нас будет 74 метра цепи, что нам позволит, в принципе, вставать на якорь довольно-таки на большой уже глубине. От 10 метров проблем уже не должно быть, потому что сейчас 54 метра это недостаточно. Когда у вас 74 метра, у вас больше возможностей все-таки выбрать, на какой глубине встать на якорь. В данный момент мне нужно соединить будет старую цепь звеном с новой цепью и заклепать ее. Чем я сейчас и хочу попробовать заняться. Никогда этого не делал. Звено я купил специальное соединительное. Таким образом выглядит соединительное кольцо из двух частей. Нужно просто как бы его вот так вставить, потом закрыть. Таким образом вставить его нужно, соединяя две разные цепи. И потом, получается, вот эти места нужно молотком раздавить. Буду пробовать сейчас это делать. Ну и, в общем-то, таким образом теперь выглядит это соединительное кольцо. Я расплюснул вот эти шпильки. И теперь оно должно держать, как полагается. Это было громко, я вам скажу. Ну и теперь, когда вся цепь соединена у нас, я здесь некоторые места старой цепи сейчас зачистил, как вы видите, и покрою там, где ржавчина была сильная, я покрою вот таким вот спреем. Он останавливает коррозию и покрывает защитной пленкой металл. Так что я вот эти места сейчас буду им обрабатывать, как только они подсохнут. Далее, это еще не все. Пользуясь случаем, раз вся цепь здесь, я вдену такие вот веревочки в цепь каждые 10 метров, чтобы понимать, сколько метров цепи под водой находится. Купил цвета, которые были доступны в ближайшем чиномаркете. Это полиэстер, не текстиль, поэтому он должен довольно-таки долго продержаться. И она будет просто вплетена вот так вот в каждые 10 метров через цепь. Тогда появляется возможность, зная, сколько метров какой цвет, вы просто в любой момент останавливаете лебедку, смотрите, какая у вас веревочка вплетена, и понимаете, сколько метров под водой. Потому что вот эти метки у нас есть, видите, красные. Это как раз показывают 10 метров, 10 метров, 10 метров. Но бывает так, что там погодные условия сложные. Вы кидаете якорь, пока смотрите там по сторонам, лодку сносит. В это какой-нибудь вот эта красная метка уже прошла. Вы отвернулись, повернулись. Дальше смотрите, красной метки не видите. Цепь дальше кидается. И в итоге не понимаете, сколько метров на самом деле есть. А здесь все-таки ошибка может быть в целых 10 метров. Муторная работа, конечно, продевать вот эти веревочки, но это должно нам помочь в будущем. Видите, вот здесь вот красная веревочка протянута, здесь зеленая, здесь синяя и так далее. И это в дальнейшем нам поможет понимать, сколько метров у нас скинуто цепи.
Метки есть разные. Вот, например, вот эта метка означает, что осталось 5 метров. Вот эта метка означает, что осталось 2 метра до конца цепи. Ну и каждые 10 метров еще продублированы знаком вот такой вот тоже веревочкой. Это 10 метров.